Супер. Удобно. Красиво. Вот он, мир привилегий с премиальной картой MasterCard. MasterCard. Давай, вставай, стартовую снимай. Всем привет! Это «Орел и решка. Чудеса света». И мы приехали к озеру Титикака. Дай сейчас пятиклассникам просмеяться. Титикака, а мне отдышаться, что-то голова кружится. От восторга? Походу, совсем не от восторга. Антош, просто высота 3800 над уровнем моря. А высота как бы это не твое. Это очень плохая шутка. Подбрасывай монетку. Орел. Решка. Знаешь что? Давай так, когда станет совсем плохо, совсем, ты звони. А вот за это спасибо. В скорую звони, потому что я буду заниматься другими вещами. А вот за это будь ты проклята. Фу, где тут удачное место стошнится. Ну какое же тут все яркое. Так, хочу все. Окей. Озеро Титикака родилось в Южной Америке, высоко в Андах между Перу и Боливией. Титикака – это чудо, полное чудес. Тут под водой лежат города с индейскими сокровищами. Здесь люди живут на островах, сплетенных своими руками. Женщины одеты в мужскую одежду. А друг человека, он еще и главное блюдо на столе. Ну здравствуйте, Титикакушка! Ой. Она мне в лицо хайкнула, блин! Многих путешественников по прилете в Перу встречает она. Нет, не красивая девушка-хостес, а горная болезнь. Потому что город находится на высоте 3826 метров. Чем больше высота, тем меньше в воздухе кислорода. Если кислорода не хватает, организм включает режим экономии. Появляется одышка и сильное головокружение. Любое движение дается с трудом. Ноги подкашиваются, как будто ватные. И голову обручем сдавило. У вас здесь есть аптека или медпункт? Тебе туда. Мне очень плохо. Помогите, пожалуйста. Глоток делаешь, а воздух не поступает. Во всех аэропортах Перу есть кислородные баллоны. Тут уже привыкли, что 90% жалоб – это горная болезнь. Ну что, тебе легче? Да. Давление и пульс в норме. Подыши еще 10 минут, и организм насытится кислородом. В течение дня ты адаптируешься к высоте. Окей. Сейчас прям реально стало легче. Сразу отпускает. Фу. Из головы как будто бы сначала положили груз, и сейчас его скинули. Фу. Спасибо вам, перуанскому айболиту. Ох, в городе Хульяка, в который мы прилетели, нет ни одной приличной машины, которую можно взять в аренду. Всех туристов возят на микроавтобусах. Но я выбрала лучший. Hyundai в городе Хульяка. Для меня одной тут вообще конем ходи. Смотрите, ноги полностью вытягиваются. Целый танцпол для йоги. Поза журавля, собака мордой вниз. Поехали. Когда есть премиальная карта MasterCard, ты просто звонишь в консьерж-сервис, и они организовывают досуг на высшем уровне. Моя ты хорошая. Нам надо чаще встречаться. С тобой так весело. Вот намного веселее, чем Зайцеву. После кислородной ингаляции у меня открылось второе дыхание.
Но появилась новая проблема. В аэропорту Хульяки нет обменника валют. Только банкомат. Попробую обменять в местных. Вы могли бы поменять $100 на соли? Тебе нужно обменять деньги? Я могу тебе помочь. Они настоящие. Не подкопаться. Только давай отойдем. Окей. Валютные махинации от бабушки. 100, 200, 300 солей. Держи. В городе за $100 дают 330 перуанских солей. А эта милая женщина посчитала, что 300 с меня хватит. Вот так еще не уезжая из аэропорта, я полинял на $9. Для знакомства с озером Титикака удобнее всего прилетать в аэропорт города Хульяка. Отсюда туристов забирают гиды на автобусах и везут в соседний городок Пуна, который находится на берегу Титикаки. Но если ты путешествуешь своим ходом, за тобой никто не приедет, даже поганый автобус. Нужно выйти за территорию аэропорта и ловить местную маршрутку. Ну кто-нибудь! Ола, Пуна. Подкиньте меня до города. Да, запрыгивай. Ола. О, як свои. Ола. Как твои дела? Хорошо. А мои, знаешь, не очень. Из-за высоты очень тяжело дышать. Милая женщина, у вас случайно нет с собой листьев коки? Кокалипс. О, муть. Большое спасибо. Говорят, от горной болезни очень помогает как раз-таки листья коки. Мультиграсс. Спасибочки. Чтобы справиться с горной болезнью, туристы дышат кислородом и пьют аспирин. А местные жуют листья кустарника коки. Они обладают теми же свойствами, что и аспирин. Разжижают кровь, расширяют сосуды и тонизируют. Перуанцы жуют листья коки целыми днями, и горная болезнь им нипочем. Реально лучше стало. От Хульяки до Пуна ехать около часа. Но если смотреть в окно, это будет очень колоритный час. Ну здравствуй, Пуна. Пуна – это провинциальный городок размером с Бердянск. Здесь живут индейцы Аймара и Кечуа. Пуна забрался выше наших с вами городов аж на 4000 метров. И тут все не так, как у нас. Вместо такси люди ездят на открытых и закрытых мотоколясках. У нас в деревнях на повозках возят сено, а здесь тростник и шкуры альпак. У нас шьют одежду в ателье, а тут прямо на улице. У нас по рельсам ездят поезда, а тут прямо на рельсах торгуют овощами. У нас носят вещи в сумках и рюкзаках, а тут в шерстяных палантинах. Женщины здесь ходят не в шапках и косынках, а вот в таких мужских котелках, как у Чарли Чаплина. Индианки эту моду переняли 100 лет назад у испанских колонизаторов. Им было все равно, что шляпы мужские. А еще здесь у всех женщин волосы заплетены в косички. Интересно, что по прическе здесь можно определить семейное положение. Если косички украшены яркими помпонами кантута, девушка одинока и ищет жениха. А если на косах мрачные черные помпоны, то муж уже есть. А я, не теряя времени, приехала на смотровую Пума-Ута, чтобы скорее увидеть наше чудо света. Вот оно, таинственное и загадочное чудо света.
Озеро Титикака. Очень большое озеро. Увидеть озеро полностью возможно только со спутника. Озеро Титикака размером как 10 городов величиной с Киев. О размере озера даже есть легенда, что когда-то в незапамятные времена озеро Титикака было частью океана. Потом Анды стали расти и просто оторвали кусок океана и подняли его на высоту 3800 метров. Для местных Титикака – это священный водоем, который они называют Мамакоча – мать озера. Индейцы верят, что если бросить в воду листья коки, булочки, фрукты, фигурки альпаки и деньги, Мамакоча даст им хороший урожай. Тут столько загадок. Знать бы хотя бы парочку. Единственные люди, которые могут поведать мне секреты Титикаки, это местные, которые живут прямо на озере. Поэтому я отправляюсь в тур по островам Титикаки. Он обойдется мне в $2000. Дороже развлечений здесь не найдете. А что делать тем, у кого вместо $2000 в кармане завалялось всего 100? Первое – не отчаиваться. Можно взять самый дешевый тур на корабле за $25. В него входит 10-часовая прогулка по озеру с посещением 2 островов, но без обеда и ужина. В общем, галопом по Титикаке плюс траты на еду. Не мой вариант. Еще можно арендовать катер за $20 и наматывать круги по Титикаке. Но это цена за час. За день набежит $200. Тоже не мой вариант. Но можно обмануть систему и отправиться в самостоятельный тур. Мой план такой. Сейчас я нахожусь на центральном пирсе. Мне нужно добраться до главного чуда озера Титикака, зацепив острова Амантани и Такили. С центрального пирса добираться дороговато, туристический. Но есть пирс для местных, Капачика, откуда дешевле можно добраться до острова Амантани и затем до Такили. Здесь я проведу свой уикенд и должен успеть вовремя к Алине обратно к центральному пирсу в Пуна. Конечно же, главный транспорт на озере – это лодки. Hello. Hi. Но у меня будет очень необычная лодка. Лодка Тоторо – самый традиционный и самый дорогой транспорт, который можно арендовать для круиза по Титикаке. Вы только на это посмотрите. Мало того, что она очень яркая, такая необычная, так еще главная фишка в том, что эта лодка без единого гвоздика и даже клея. Ее плетут вручную. Видите, вот это все – это тростник. Титикака находится на высокогорном плато, где климат суровый, как в тундре. Деревья здесь не выживают, зато в изобилии растет тростник. И поэтому индейцы, недолго думая, стали лодки плести. Ну, вот как наши бабушки, я не знаю, плетут салфетки на холодильник. Так люди просто садились, ну как садились, они за месяц плели вот такую лодку. Это сейчас уже для туристов делают такие поддоны деревянные, целые домики. А тогда они выглядели... Ой, подождите. Тихо. Денчик, пожалуйста. Ты чего? Ой, я почти в шпагат. О, я еще увидела фишку. Смотрите, ты видишь, что там? По традиции на носовую часть лодки приделывают голову пумы – символ озера Титикака. Но за ваши деньги вам сплетут любую голову. Наши продюсеры решили сделать мне вот такой сюрприз. Ну, видно же невооруженным глазом. Это же Зайцев Антон. Ну, а это смотровая на 360 для просмотра нашего чуда света.
За 20 минут я добрался до пирса Капачика. Muchas gracias, amigo. Ой. Ну, здравствуйте, Титикакушка! Меня всю жизнь обманывали. Это не озеро, это настоящее море. Песок, чайки, шум прибоя. Как это красиво. Ты выглядишь гораздо красивее своего названия. Хорошо, сюда добрался. Но теперь нужно как-то попасть на остров Амантани. С пирса Капачика на острова Титикаки плавают только местные, поэтому билет тут стоит в 3 раза дешевле. Класс. За 10 солей они могут докинуть меня до Амантани. Yeah, I can go? Sí. Gracias. Я не перестаю удивляться, какое же озеро Титикака бескрайнее. Вот серьезно, где оно заканчивается? А вот и первый секрет, который я узнал от местных про Титикаку. Мало кто знает, что на дне озера есть подводный город Ванаку, где инки прятали свои сокровища от испанских завоевателей. В 2000 году итальянские водолазы нырнули на дно и выяснили, что от города остался только храм, а из сокровищ 2000 серебряных и золотых изделий. Ну все! И я по щиколотку в чуде света. Не могу не отметить, друзья, запах озера. Он не очень приятный. Всему виной гниющий тростник. Собственно, по этой причине такая вот лодочка прослужит всего год. Она же абсолютно натуральная. Тут только тростник, и он тоже начинает гнить. Но местные знают одну хитрость. Сейчас я вам ее покажу. О, вот здесь хорошо видно. Тут вот прям под тонким слоем тростника есть такой пластиковый настил, а внутри него плотно между собой связаны бутылки. Вот их прям слышно. Чтобы не плести каждый год новую лодку, в ее основу кладут пакет, набитый пластиковыми бутылками, и оплетают его тростником. На одну лодку Тоторо уходит 5000 бутылок. Но это будет наш с вами большой секрет. Потому что местные говорят, что лодки сделаны исключительно из тростника, как они делали их сотни лет назад. Но так как они умеют плести лодки, они также умеют плести легенды. Да? Еще в школе нам обычно говорили, что название озера переводят как Тити, Бума и Кака – камень. То есть каменная Бума – это язык Аймара. И именно на землю племени Аймара я скоро ступлю. Народ Аймара живет на самом большом острове самого большого высокогорного озера. Называется этот остров Амантани. Домчали! Посмотрите, вы это видите? Нас встречают настоящие титикакцы, титикакихи. Ола! 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 Plata, ¿no? Y para intercambiar el pescado para otra comida, ¿no? ¿Allá? На Амантани ты становишься героем фильма про прошлое. Дороги выложены булыжниками. Ни одной машины. Из транспорта только ослы. Женщины носят тяжеленные мешки прямо на спине. Как они это делают? Can I help you? Он реально тяжелющий, просто. Жители острова оторваны от благ современного мира. Они живут без горячей воды, электричества и телевидения.
На Амантани живет 800 семей индейцев Аймара. И все их заботы лишь о том, как себя прокормить. На неплодородной почве они выращивают картофель, ячмень и бобовые. Вот она жизнь настоящих островитян. Домашний скот пасется. Я уже 2 часа гуляю по Амантани и еще не видел людей среднего возраста. Одни дети или старики. Все это потому, что люди здесь живут на высоте 4000 метров, а значит гораздо ближе к Солнцу, чем мы с вами. На такой высоте ультрафиолетовые лучи буквально сжигают твою кожу. Поэтому 18-летняя девочка тут выглядит как 30-летняя женщина. А в 40 ее лицо уже кружеве глубоких морщин. Но это их не портит. Когда у тебя такая улыбка, ты красив в любом возрасте. Вот эти улыбки, которые, мне кажется, вообще не встретишь нигде на свете. И они такие милые. Да, люди здесь – это как раз чудо света. На чудо-озере Титикака есть еще одно чудо – рукотворные острова. Нет, вам не послышалось. Эти острова появились благодаря человеку. А то, как он их сделал, это вообще шок. Эти острова не насыпали, их сплели из тростника, как и мою лодку Тоторо. К любому рукотворному острову может причалить турист. Я приплыла на самый большой – Урос-Сума-Уро. Алики! Какие они хорошие, как куколки маленькие. Так, мы приплыли на остров из тростника. О, thank you. Так необычно, она как подушка. Мягко очень. Прям не верится, что это все по-настоящему. Выстроенный с нуля остров. На рукотворных островах живет народ Урос. 500 лет назад на них напали племена инков и отобрали их земли. Урос народ не агрессивный, они ушли туда, где их никто не достанет. На озеро Титикака. И сплели себе почву под ногами. Фундамент для острова – вот такие блоки почвы, которые пронизаны корнями тростника. Эти квадратики связывают между собой, и они начинают срастаться. Сверху накидывают тростник, просто методом нарубил и бросил. И получил тростниковую сушу толщиной в 5 метров. А чтобы остров не уплыл, его привязывают к берегу толстыми веревками. Необычно и гениально. Мне кажется, это второе чудо света после Титикаки. Тростниковый остров держится на плаву только 30 лет. Потом он начинает гнить, и нужно плести новый. Но местным это не в напряг. Стройматериал всегда под рукой. А еще налоги платить не надо. На островах правит свой президент. Недавно им стала вот эта милая индианка Норма. Вы могли бы мне провести такую маленькую экскурсию, пожалуйста? Конечно. Давай я тебе все здесь покажу. На острове 10 домов, в которых живет 5 семей. Всего нас здесь 17 человек. Ой, какие тут двери маленькие. Посмотрите на мой рост и на дверь. Домики внутри выглядят все одинаково. Оббиты вот такой вот мешковиной. Это даже не мешковина, а знаете, вот эти рыночные сумки, которые в клетку продаются. Деревянный пол, ну и такие деревянные кроватки небольшие. Сама вот эта конструкция, она очень тоненькая. Ночью температура опускается до 0. Как вы не мерзнете? Чтобы согреться, мы укрываемся 5 одеялами. А если очень холодно, то спим на полу под кроватью и греемся друг об дружку. А днем у нас тепло, и мы сидим на улице. В
вышиваем, делаем поделки. Едим и готовим тоже на улице. Чтобы остров не сгорел, разводим костер на камне и накрываем его глиняным горшком. Телевизоров у нас нет, холодильников тоже. Свет есть только днем, пока работают солнечные панели. А когда заходит солнце, мы зажигаем свечи. А мобильный телефон? Телефон у меня есть. С фотоаппаратом? О, да, Да. Спишемся потом. Интернет? есть. А Инстаграм? Нет, я не знаю, что это такое. Я покажу тебе Инстаграм. Ты в своей юбке там 1000 лайков. Оля. Жители Амантани очень рады приезжим гостям. При знакомстве в знак симпатии здесь принято обмениваться листьями коки. Их каждый носит в шляпе. Или в специальной сумке чуспа. О, gracias. Или в юбке. Gracias. На центральной площади я познакомился с Хуаном Карлос. Антонио. Мы разговорились, и оказалось, что он сдает комнаты туристам. И я подумал, почему бы не помочь ему донести столб? Я работаю на грядках и пасу скот. Живу со своей семьей. Нас 5, живем дружно. А вот и мой дом. Окей, welcome. Заходи в дом, я тебе все покажу. You have Ого, ничего себе, у тебя тут вид на Титикаку, круто. О, second У вас тут еще и второй этаж есть? Sí. На нашем острове нет ни отелей, ни хостелов, поэтому двери всех жителей открыты для туристов. Если хочешь, можешь переночевать в моем доме за 60 солей. На острове везде такая цена. 20 баксов. 20 баксов. Си? Ну, я согласен, а можно посмотреть комнату? Конечно. Прослеживается перуанский минимализм. Кровать, дверь, стол, лампа. Все. Great. Very good. Хорошая чистая комната, мне нравится. Great. Но, может, сделаешь мне скидку? 50? Давай за 50 солей. 40. Может, за 45? 40. Ну ладно, уговорил. Эй! 45 солей? Ура! Теперь вы поняли, зачем я тащил столб? А еще Карлос сказал, что за 45 солей сюда включен ужин, завтрак на следующий день и даже какая-то вечерняя пати. Вечеринка? Да-да. Окей, я отличный танцор. После экскурсии по рукотворному острову богатого туриста зовут к столу. Ой, а что это такое? Ой! Там что-то мертвое. Это какие-то для чего? Ой, даже не хочу трогать. Это для каких-то ритуалов или что это? Это высушенные птицы, которые водятся на Титикаке. Мы их едим. Это птичка лысуха, а это птичка киньола. Это как будто бы маленькие мумии птиц. Из этой птички получается отличный наваристый бульон. А это очень жирная птица. Мы едим ее только по праздникам. Боже, какие позы страшные. Посмотрите. А овощи, фрукты, огурцы, помидоры, картошка. Где это вообще все добыть? У нас все свое. Ой, да тут все есть. Кукуруза, пшеница, картошка. Вообще на Титикаке выращивают 4000 сортов картофеля. Смотри, а это овощ исаньо. Он чем-то похож по вкусу на патиссон. Наши мужчины лечат им простатит. А это высушенная глина. Мы ее едим от гастрита. Ой, действительно глина. А это что такое? Это тоже картошка? Для папы? Белая картошка. Это сушеная картошка чуньо бланко. Индейцы придумали ее, чтобы не умереть с голода в неурожайный год. Картошку месяц вымачивают в холодных водах Титикаки, потом топчут голыми ногами, чтобы удалить влагу, а затем высушивают на солнце и чистят. Такая картошка может храниться целый год. Все эти продукты мы выращиваем здесь, на Тростниковом острове. У вас есть огород? Я хочу посмотреть. Вот, смотри. Прям под этой шляпкой. А я ищу глазами огород. Это картошка? Да, Получается, как
теплица, защита и от солнца, и от холода. Здесь настилают сухой тростник, и видно, что прям проросла картошечка. Внизу, под настилом этого тростника, там есть вот эти вот квадраты с корнями тростника. И вот в эти квадраты, бруски, садят саму картошку. Без чернозема, без благодатной земли. Уметь вырастить овощи. Ну, как вообще? А на десерт мы едим стебель тростника. Это наше любимое лакомство. Это уже что-то запредельное. Тростник всему голова. На нем живут, плавают и едят. Очищаем корень. И внутри вот это вот беленькое. Вкусно, так сочно. Мне напоминает что-то между огурцом и яблоком. Мы можем есть тростник целый день, а на вас, не привыкших бледнолицых, он действует как слабительное. А раньше на 10 минут сказать этого нельзя было? Я уже тут пол этого стебелька умяла. Не переживай, можешь съесть цветок тростника или заварить из него чай. Он хорошо крепит. Это, конечно, уникальное растение. Цветочек я прихвачу с собой. Я тут подумала, ну вот если у народности Урос есть свои личные острова, почему бы мне, богатой сеньорите, тоже немножечко не пожить на своем личном острове? И вот он! Плавучий остров Амалия-Лодж. Индейцы сплели его специально, чтобы сдавать в аренду богатым бледнолицам. За немыслимые $429. Спасибо. Ой, они такие радушные. Обнимаются. Привет. Привет, привет. Ой, все, вручили мне ребенка. Ну, идемте. Опа. Опа. Мой остров похож на игрушечный городок, склеенный из спичек. Домик сам из тростника. И когда заходишь, ожидаешь увидеть тут все из тростника, как эти маленькие домики, но нет. Попадаешь в очень комфортный, уютный номер. Озеро Титикака. В панорамных окнах. В ванне 2 туалета. Потому что один по маленькой нужде, а второй по большой. Для маленькой нужды все проходит фильтрацию, и в озеро уже выходит очищенным. А вот для большой нужды вот такая система. Стоит ведро, на которое надет пакет. Ты свои дела сделал, а потом, как в кошачий лоток, вот так вот перетрусил это все опилками. Ну, чтобы запах не распространялся на весь дом. Грубо говоря, никакие писи-каки в Титикаку не уходят. А вот душ местные и отдыхающие принимают до захода солнца. Все дело в том, что горячая вода есть, пока есть солнце. Но фишка моего домика совершенно не в этом. Идем покажу. Вот оно, чудо! Сколько же тут всего интересного. Так, пора бежать. Ура! Отлично. Спасибо. Не прошло полдня, и ко мне вернулась моя старая знакомая – горная болезнь. Снова косит в глазах, тяжело дышать и ломит ноги. У меня полное ощущение, что я только что выплюнул легкое, просто не могу отдышаться. Больше всего мне бы сейчас хотелось валяться в кровати, но у меня нет времени. Мне нужно успеть до захода солнца забраться на вершину острова. Священную гору Пачатата, гору Отца Земли. Это сакральное место для народа Аймара, а для туристов лучшая точка, чтобы наблюдать закаты Титикаки.
Дышать все тяжелее. Ну ладно, уже вижу пик. Еще немного. Должен успеть к закату. Вот я и добрался до храма. Почти 4000 метров. Но ощущение, как будто минимум покорил Эверест. Фу, хочется умереть. И шоколадку. Есть. Я на самой вершине, на топе, и я топчик. Что может быть лучше, чем закат на озере Титикака? Хотя закат на озере Титикака, вино и фрукты. Или подождите, если к этому натюрморту добавить еще и живую музыку, идеально. Какие они все хорошенькие, эти шапочки, костюмы национальные. Это чудо. Keep your head, everyone still. You can make me fall apart, but I won't blink. And you won't speak, and we won't blow away. Знаете, все туристы уже ушли, и стало просто жутко холодно. Но я отсюда не уйду, пока последние лучи солнца не скроются за горой. Потому что это просто невероятно. Знаете, я ведь видел в жизни столько этих закатов, но все равно каждый новый просто сводит с ума. Особенно вот этот. Был бы Алиной, я бы расплакался. Keep your head. На озере Титикака перепад температур в течение дня может достигать 20 градусов. В обед на градуснике было плюс 15, а ночью температура опустилась до минус 5. Романтика, говорили они, звезды, закат, панорамные окна до озера Титикака. У меня уже полон нос соплей, холодно так. Тут просто Дубай. Не верьте этим туристическим картинкам в интернете. Я иду вниз к обогревателю. И я вообще ума не приложу, как они живут в этом климате. Абсолютно дурацком. Днем жара, ночью дубарь, просто зуб на зуб не попадает. Я не знаю, сколько надо на себя надеть, чтобы просто согреться. Вот знаете, прям хорошенечко. Титикака. Так тоже можно. Спокойной ночи. Когда зажигаются звезды, просыпается пати-остров. Алина, ты слышишь? Сегодня я буду прожигать свою жизнь. Парни сказали, что здесь тусовка покруче Ибицы. Ночной движ, диджей с мировым именем и дэнс до утра. Ну что, посмотрим, какая ты, перуанская Ибица. Ну где-то тусовочка. О! Так я себе и представлял. То есть деспасито не будет? Вы это называете дискачом? Да, мы так развлекаемся. Я понял. Вопросов больше не имею. Тут жесткий фейс и дресс-контроль. Ну все, теперь в этом понче и шапке чулья все чики будут моими. Пати-хард! Let's go! Перуанские индейцы по традиции не танцуют поодиночке, а водят хороводы. Все для того, чтобы согреться в дикую титикакскую холодрыгу. Thank you. Спасибо большое. Мы разорвали танцпол. Утром я поехала на рынок.
Но не потому, что мне надо купить продуктов, а потому что это еще одно богатое развлечение на Титикаке. Рынок Меркадо Акора уникален тем, что здесь ничего не купишь за деньги. Товар можно только обменять на другой товар. Такой вид торговли здесь называется труэкке. Я приехала в поселок Акура проверить, действительно ли работает система натурального обмена труэкке. Итак, для этого эксперимента у нас продуктов на $70 и мой носильщик Алекс. Амиго, let's go! На безденежный обмен съезжаются со всех окрестностей Титикаки и высокогорных деревень. Индейцы меняют то, что вырастили у себя на огородах, на то, что у них не растет. Вот бабулечка меняет булки на крупу киноа. А вот женщина меняет киноа на бананы, которые бы никогда не выросли в ее горной деревушке. На рынке можно выменять крупы, бобы, фрукты, овощи, сушеную рыбу и даже маленьких поросят. Итак, как происходит сам обмен труэкке? Ценью труэкке? Ты показываешь свой товар и ждешь согласия на обмен. Нет, не интересно. Мне твоя газировка не нужна. Торг не удался. Предлагаю идти дальше. Это сахар? Да. Ну давай обменяемся. Если получил согласие на обмен, говори, что хочешь из ассортимента. Хочу фруктов. Дальше начинаются настоящие торги. Опа. Всего 2? Тебе кидают в руки столько фруктов, сколько готовы отдать за твой сахар. Опа. Хоп. Тут главное не стесняться и просить добавки, иначе тебя облапошат. Ну и булочку мне дайте уже на сдачу, да. Отлично. Слушайте, ну мне это реально все напоминает казино. Опа. Ну и в конце, если тебя устраивает обмен, ты отдаешь свой товар. Ну все, договорились, сделка заключена. Мне кажется, весь этот процесс обмена намного азартнее, чем обычный рынок за деньги. На второй день я сел на лодку за $3 и уплыл на еще один удивительный остров – озеро Титикака. Ну вот я и на острове Такиле. Здесь большие мускулистые индейцы целыми днями вяжут. Да-да, вы не ослышали, здесь это чисто мужское занятие. Остров тем и прославился. Шапочками чуйо, их вяжут здесь настоящие титикакские мужики. Вы только вдумайтесь, вот такого больше нет нигде в мире. На острове Такиле живет народ кечуа. Однажды у испанских моряков закончились носки и шапки, и они заставили местных индейцев их вязать. Так ремесло и прижилось среди островитян. Шапочки чулья мужчины вяжут на 5 спицах. Полмесяца, 15 дней, чтобы сделать одну шапку. Тут уверены, что женщины с такой сложной работой не справились бы. И ремесло передается только от отца сыну. У нас пацаны в футбол гоняют, а тут сидят и с 6 лет учатся вязанию. Мне кажется, вот эта работа – это настоящее чудо света. Я вам тут все порвал. But you know? А почему у вас у всех шапочки разного цвета? Это что-то значит? Different. Да, смотри, это чулья сальтера. Она с белым верхом, и это значит, что парень холост. Вот такие разноцветные чулья касада носят женатые мужчины. А вот эта чулья с орнаментами и ушками у нас носят старейшины общины. Is it real? That it's a kind А это правда, если парень хочет жениться на девушке, он должен связать чульи для ее отца? future wife. Да, перед тем, как выдать дочь замуж, отец должен проверить мастерство вязания. Если парень плохо вяжет, то какой из него муж? Для этого в шапку наливают воду. Ткань должна быть такой плотной, чтобы вода не вытекла. Оба. Оп. Good.
Испытания пройдены на практике. Всем рекомендую. В списке чудес Титикаки есть одно очень любопытное чудо. Туристы могут познакомиться с ним в поселке Атункалья на местной ферме. Я иду на свидание к самым милым жителям Перу. Нет, к самым милым в мире. Привет! Привет, мой свет! Боже мой, какие глазки, а реснички! Ну, держи. Ну, шлётки. Это же альпака! Если вы не знаете, кто такие альпаки, это просто облака, которые спустились с неба. Посмотрите. Альпака – это южноамериканский родственник верблюда. Для местных альпака – это обычное домашнее животное, как у нас коза. От этого животного перуанцы берут все. Понятное дело, шерсть теплую. Из кожи они делают пояса, барабаны. Из сухожилий делают веревки. Понятное дело, они их едят, к сожалению. И что удивительно, даже их какашки перуанцы используют как топливо. Когда что-то жарят на огне, вместо угля подбрасывают какашечки альпак. Но самое главное, альпаки сделаны для обнимаки. Мою ж ты шлётку. Так, давай не спорить с моей любовью, пожалуйста. Альпатинушка моя, боже, какая она приятная. Ой, она что, пукнула? Извини, наверное, это стресс от меня. Кроме альпак, на ферме водятся их двоюродные сестры – ламы. Ламы в Перу считаются священными животными. Ах ты, стерва такая! Опять! Я к тебе с душой, с травой пришла, а ты... Ах ты... Помните, я говорила, что ламы и альпаки – это родственницы верблюда? И плевать они любят так же, как и верблюды. Так, она мне в лицо харькнула, блин! Мимимишная доза альпак у нас была. Поехали дальше. На ферме есть ресторанчик. Я заказала себе самое дорогое праздничное перуанское блюдо – чириучу. Чириучу – это ассорти перуанских деликатесов. Сыр из молока ламы, зерна гигантской кукурузы, мясо альпаки, куриная грудка, свиные колбаски чоризо, картофельный омлет торрехо, водоросли из титикаки, перец рокотто и... Вот. Ой, да, это Я сейчас не поняла. Это свинка? Вот это она? Боже, там ушки, я вижу. Это жареная морская свинка. На языке индейцев куй. У нас морские свинки – это любимые домашние питомцы, а на Титикаке – это 300 граммов деликатесного мяса. Как у нас кролик. Я сейчас должна есть на глазах у родственников, да? Посмотрите, это ужасно выглядит. О, лапка куя. Мясо очень-очень перченое в каком-то соусе. На вкус это как курица. Можно я больше не буду это есть, пожалуйста? Слава богу, есть перчик, а? Болгарский, наверное. Ой, не болгарский. Это... Он не болгарский. Пожалуйста, сделайте что-нибудь, дайте мне воды какой-нибудь. Сопли сейчас потекут. Ой-ой-ой-ой-ой.
мексиканском перце рокота тройная доза остроты перца чили. Трупы домашних животных и какая-то просто бомба. Какое охуенное блюдо. Ловите координаты клада на Титикаке. Город Пуна, порт Калапахра. Встаньте спиной к воде и пройдите 20 шагов на запад к груди камней. $100 спрятаны под камнями. Классного приключения на озере Титикака. Сказать, что Титикака какое-то супер красивое озеро, нельзя. Бурые берега без единого деревца, вода холодная и темная. Точно не Мальдивы. И еще с ног валит горная болезнь. В чем же чудо? Чудо Титикаки в том, что тут сохранился уникальный затерянный мир, какого больше не найти на нашей планете. Вы только на это посмотрите. На чудных островах живут чудные люди, которым, как и сотни лет назад, главное, чтобы мать озера было чистым. Мать-земля была вспахана, а шапочки были плотно связаны. Я вам тут все порвал. Ой. Ах ты, стерва такая. Сопли сейчас потекут. Деспасито не будет. Ой, я хочу шпагать. Хочется умереть на шоколадку. Да, люди здесь — это как раз чудо света. Ола, сеньорита! Ола! У меня был такой деятельный уикенд, можно объяснить глаголами. Я смотрел, я улыбался, я обнимался, я танцевал, я кайфовал. В общем, у меня было все. А мне кажется, я знаю, чего у тебя не было. Закрывай глаза. Ой, обычно это плохо заканчивается. Только честно. Честно. О, Глаза не открывай, дай мне одну руку свою. только не куем по лицу. О, ты живодерша. Ну как это побывать в Перу и не увидеть альпаку? Невероятно. Нам пора отправляться на наше следующее чудо света. Самый яркий мексиканский праздник – День мертвых. Пока, ребят!